Здорово, кофеманы! Сегодня мы будем выравнивать жернова. Техника подходит для, в принципе, любой кофемолки с плоскими жерновами. В качестве примера будем использовать кофемолку EK43 с кофе-жерновами предыдущей версии. Самая важная деталь, которая нам понадобится, это маркер. Маркер должен быть для белых досок, который стирается. Мы будем наносить маркером краску на жернова, тереть их друг об друга, смотреть, где он стирается, где не стирается. Важно, чтобы он был именно для белых досок, не для бумаги, не перманентный маркер, иначе он просто не будет стираться на жерновах, мы ничего не поймем. Дальше нам нужна фольга. Например, в комплекте у Титуса идут набор калиброванных подкладок под жернова. Вот. Но тут маленькие закончились, если у вас их нет, то подойдет фольга. Фольга бывает разной толщины, можете купить чуть потолще, чуть поменьше, в зависимости от того, где какие просадки на жерновах. Отвертка, чтобы раскрутить кофемолку, в данном случае пассатижи, чтобы достать шейрплейт. И, соответственно, для выравнивания нижнего жернова на EK у нас есть специальный инструмент от Титуса, обычный микрометр и специально подогнанное крепление, которое можно закрепить на валу двигателя. Соответственно, если у вас его нет, это в принципе ничего страшного, но кофемолку придется раскручивать намного больше раз. То есть нижний жернов мы сможем выставить, просто раскрутив кофемолку, пройдясь микрометром, и по его показаниям выставить жернов. Если его нет, придется прокрашивать маркером весь жернов, сводить его, потом разбирать кофемолку и собирать, опять притирать. И, в общем, это намного усложнит нам всю задачу, но так как инструмент у нас есть, мы заодно покажем, как им пользоваться. Первым делом откручиваем два болта. Извини, что закрываю кадр тебе. Так. И снимаем переднюю часть кофемолки. Оп. Вытаскиваем шейрплейт. Вытаскиваем подвижный жернов. Оп. Все, теперь нам надо очистить жернова от пыли, и мы сможем посмотреть, в каком состоянии сейчас у нас находится выравнивание, прокрасив жернова, сведем их и посмотрим, куда двигаться дальше. Мы разобрали кофемолку, прочистили ее немножко, и первым делом мы будем выставлять статичный жернов, неподвижный, который установлен в саму кофемолку, и для этого нам понадобится как раз микрометр, который мы поставим на подвижную ось и будем выравнивать по нему. Но если у вас нету микрометра, и мы сейчас тоже, собственно, посмотрим базово, насколько выровнены или не выровнены жернова, делаем следующую штуку. Берем маркер и наносим его на крайний слой жернова. Напоминаю, маркер должен быть не перманентный и не для бумаги, а маркер для белых досок, который вот так вот легко стирается. Если вы нанесете перманентный маркер, вы его только промолоть сможете потом. Все, нанесли слой, собираем кофемолку обратно. Еще раз напомню, бытует мнение, что шейрплейт надо вставлять всегда одной и той же стороной относительно крепления жернова. Поэтому сделайте себе пометочку и, соответственно, вставляйте всегда его одинаково. Дальше, если говорить про EK-шку, важно, чтобы не было перекосов при установке передней плиты, поэтому винты надо закручивать одновременно. Теперь включаем кофемолку, ставим помол. Я ставлю помол на максимальный, чтобы ни в коем случае жернова не касались друг друга. Потом начинаю ближе сводить до звука касания. Погнали. Вот этого достаточно должно быть. И сейчас будет большое разочарование, если оно сотрется равномерно все. Так. И смотрим. Нет, здесь все криво, слава богу. То есть вот здесь у нас стерся маркер, и здесь у нас жернова касаются. С противоположной стороны маркер не тронут. Соответственно, здесь жернова не соприкасаются. Вся суть выравнивания жерновов сводится к тому, что мы будем подкладывать слои фольги там, где жернова не соприкасаются. Но так как у нас есть прибор для выравнивания от Титуса с микрометром, мы сейчас пройдемся по всему жернову целиком,
нарисуем его рисуночек и пометим, на каких углах есть углубление, на каких углах есть возвышение. Соответственно, будем под углубление подкладывать сразу несколько кусков фольги. Так как кофемолка уже была в употреблении, тут куча помола вокруг, мы просто сейчас снимем жернов статичный, прочистим все как следует, потом соберем обратно и проведем замер. Да. Все, вытащили жернов, сейчас будем это все чистить. Так, важно, чтобы вот здесь не было никаких прилипших вещей. Если там есть какие-то наросты, их надо очистить, чтобы они потом не мешались. Меня часто спрашивают, в чем разница между турки с жерновами и кофе с жерновами. Показываю наглядно. Только турки с жернова у меня на экране. Основная разница в последней ступени помола. На турке с жерновах она широкая площадка плоская и маленькие проточки выхода. Соответственно, чтобы как можно больше пыли смалывалось. На кофе жерновах последние площадки, они намного меньше по размеру и углубления более ярко выражены. И еще на старых версиях кофемолок, когда были еще туркиш кофемолки, отличались прибрейкеры. Соответственно, если у вас там 4 витка, по-моему, это кофе прибрейкер. Если на нем больше витков, это туркиш прибрейкер. Больше витков, медленнее помол. Соответственно, если пытаться скормить туркиш жерновам кофе через прибрейкер для кофе жерновов, он не будет успевать промалываться и будет затыкать кофемолку. Соответственно, по идее, под кофе жернова нужны кофе прибрейкер, под туркиш прибрейкер. Итак, на данный момент мы почистили кофемолку, почистили жернов и, соответственно, сейчас проведем сборку обратно жерного неподвижного и проведем его замер микрометром. И запишем, где он выступает, где он проваливается. Значит, при установке жернова и при дальнейших настройках важно пометить какое-то посадочное отверстие, чтобы они всегда совпадали. То есть, так как жернов сам может быть по себе кривой, вам необходимо сохранить его положение относительно корпуса кофемолки. В данном случае у нас вот есть логотип Малькёнига, мы его просто сориентируем на выход из камеры помола. Ну, соответственно, мы поставили жернов на место, теперь мы ставим часовой индикатор, закрепляем его и снимаем показания, записываем их. Нам ручка понадобится, кстати, пока. Сейчас надо пару кругов прогнать, он сядет. Мы установили индикатор на вал таким образом, чтобы он не болтался, и выставили 0 на возвышение. Соответственно, теперь мы будем проходить каждый зубец и смотреть отклонение каждого зубца, ну, на определенных градусах, там, на 90 градусах, на 180 там, и так далее. И будем составлять такую себе карту, где выступы у нас находятся, где углубление. Вот. И, соответственно, дальше мы будем под углубление подкладывать фольгу и проводить тот же самый замер заново. Ну, соответственно, вот это будет у нас верх, это будет у нас низ кофемолки. 90 градусов, 180, и вот эти еще будем отмечать. То есть и будем записывать, соответственно, на каждом углу показания этого прибора. Двигать прибор надо за какую-то определенную точку. Мы будем двигать его за пластинку. Ну вот мы видим, что около болта правого нижнего появляется отклонение на 0,01 мм. Соответственно, мы тут просто записываем около болта 0,1, да? И едем дальше. 90 градусов 0,2. Мы прошлись индикатором по кругу и замерили отклонение. Значит, тут важная вещь в том, что если пользуетесь индикатором, вам необходимо провести где-то 1,5 круга и быть уверенным, что значения, которые вы на первом круге замеряли, сходятся с значениями со второго круга, что он не отъехал куда-то в сторону там, и у вас достоверные данные. Соответственно, у нас получилась самая высокая точка на жернове находится здесь, у нее возвышение 0,4. Самая глубокая точка находится в нижнем левом углу. Соответственно, мы будем проводить все выравнивание относительно 0,4. То есть нам нужно, чтобы весь круг прошелся, на всем круге было 0,4 на возвышениях. Соответственно, сюда надо подкладывать самое большое количество фольги, сюда чуть меньше, сюда еще меньше. Сюда, возможно, не надо будет ничего подкладывать, сюда надо немножко подложить. Ну и здесь посмотрим. Будем подкладывать фольгу, проводить повторные замеры, рисовать повторный круг, принимать решение о том, куда класть дальше. Соответственно, если у вас нету этого измерителя, то вам придется по значениям, там, где стерся маркер, там, где он не стерся, подкладывать фольгу, собирать все обратно, крутить, разбирать, смотреть, где стерлось и заново делать. Так как у нас есть измеритель, нам не придется собирать все обратно, мы просто будем заново проходиться измерителем и подкладывать новые кусочки фольги. Важно то, что фольгу вы не убираете, вы добавляете просто новые слои в новые места.
ни одну фольгу обратно не убираете, потому что иначе у вас могут появиться отступы в неожиданных местах, и вы потратите больше времени. Ну все, соответственно, снимаем. Сейчас думаем, куда кладем фольгу, собираем жирных назад, проводим повторный замер. Дальше у нас начинается, в общем-то, унылая, сложная, рутинная работа, которая занимает несколько часов. И так как мне сегодня нужно пожарить еще образцы успеть, мне поможет Андрей с этим делом. Вот, то есть, соответственно, он будет равнять, мы этот процесс еще подснимем, и, соответственно, я вернусь, когда мы будем смотреть, как получилось. All right. I'll have to put the question another way. Так как индикатор мы снимаем и ставим, мы не можем каждый раз устанавливать его в одном и том же идеальном положении, мы делаем замер, и как бы показатели вот на этой шкале у нас будут немножко другими. Но так как мы делаем весь полный круг замера, соответственно, мы будем видеть, как меняется картина. Если в этом положении у нас было 0,25, в этом положении круга, то, соответственно, сейчас у нас из-за установки будет, ну, типа 9 этих сотых. И при измерении мы будем видеть, как мы движемся относительно этой точки. Но проведя весь круг, мы увидим всю картину и поймем, насколько мы изменили положение журнала. И мы будем записывать новые значения, соответственно, под этими. Мы сделали несколько измерений, подложили еще один слой фольги, после этого увидели, куда у нас движутся изменения в положении жорного. Соответственно, подложили еще пару кусочков, чтобы расширить влияние. И сейчас установим еще раз индикатор и проведем измерение. Мы остановились на 2,5 неровности нижнего жорного и решили приступить к выравниванию верхнего. Для этого мы радостно закрасим плоские части, соответственно, режущей области, чтобы увидеть, где будут соединяться жернова, и, соответственно, это будет значить, что в этом месте жернова касаются и находятся, там, на определенной высоте. Если же маркер снят, при соприкосновении жерновов не будет, значит, эта область у нас немножечко ниже. Вот, все, мы радостно все покрасили. И теперь важный элемент. Мы промаркировали так называемый shear plate. Вот здесь две таких черточки. Мы промаркировали половинку вала. Мы всегда будем ставить shear plate вот так, то есть маркированная часть вала будет в нее будет вот так вставляться shear plate. На обратной стороне здесь одна полосочка, чтобы не забыть, и здесь у нас есть уже стерся, но в общем вот здесь отверстие есть, мы его будем также совмещать вот с этой промаркированной половинкой вала. Для чего это мы не знаем, это cargo культ, но надеемся, что это поможет сделать настройку проще. Путем неимоверных усилий и чудесного прибора мы выставили нижний жорнов до 0,02, иногда до 1,5. Соответственно, верхний жорнов мы старательно выставляли маркером и добились где-то 85% прилегания. Надеемся, что это улучшит результаты по эспрессо, и, собственно, сейчас мы их и оценим. Да, в общем, ситуация по маркеру стала лучше, но не идеальной. Но с учетом того, что мы потратили сегодня где-то порядка 4 часов минимум, а скорее всего ближе к 6, я успел пожарить образцы, мы успели их попробовать. Андрюх, покажи. Парни продолжают там что-то пить. То есть, мы считаем, что должно стать лучше, вот, и попробуем сварить из этого эспрессо. Этот результат можно совершенствовать
до бесконечности. Долго. Но, по идее, стало лучше, сейчас мы это проверим. Окей. Я напомню, что на минимальной настройке у нас, там, где жернова касались друг друга, эспрессо лилось 16 секунд. Вот. Сейчас посмотрим, что изменится. То есть удастся ли нам попробовать сделать общий помол чуть мельче. Ну, в общем, мы в итоге получили положительный результат со всего этого дела. Сейчас на минимальном помоле машину практически затыкает. То есть эспрессо формально выливается через 32 секунды примерно, даже больше, да. Но 10 секунд где-то ничего не течет, то есть помол явно стал меньше минимальный. Вот. Обычный эспрессо у нас стал вариться где-то на 1,5, что и все равно за 22 секунды. Напомню, начинали мы с того, что у нас лучший результат был уже при трущихся жерновах практически 16 секунд. То есть минимальный помол стал меньше. Соответственно, жернова стали ровнее, и у нас появилась какая-то эспрессо-зона на... Ну да, появилась эспрессо-зона, которую можно настраивать и регулировать. Соответственно, на любой практически кофемолке с плоскими жерновами, которые как бы собраны нормально, вот, где жернова сами не болтаются, можно делать такие вещи, и у вас в любом случае кофе будет вкуснее, и диапазон настройки шире. Вот. Или вы как минимум получите возможность более тонко подстраивать эспрессо под то, что вы хотите. Ну, собственно. Все, на этом закругляемся. До скорых встреч, подписывайтесь обязательно, показывайте друзьям-неумехам с якашками, что их кофемолки можно настраивать и другим. До скорых встреч, пока!